Добрый день, очень приятно вас видеть сегодня в Каменном суде по делу Михаила Борисовича и Платона Леонидовича. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление от того, что увидели в зале суда, и от того, как Михаил Борисович ведет свою защиту? Я в восхищении от того, как вообще Михаил Борисович выглядит, и Платон Леонидович тоже. Я в восхищении, как они держатся, как Михаил Борисович говорит. Я впервые здесь, я была в Мещанском много раз, а в Хамовническом первый раз. И даже за много лет, что прошло, да, уже и под тем прессом, в котором они находятся, можно было бы устать, остыть, уже как-то все в какую-то интонацию впасть, типа не теряйте кумы силы, опускайтесь на дно, да. Здесь выдержка, потрясающая выдержка. Вообще речь идет, такое впечатление, когда я смотрю, как будто он на производственном совещании, как будто он по-прежнему руководитель, как будто он здесь главный. Но я думаю, что это не здесь даже как будто неуместно. Здесь так оно, наверное, и есть. При этом у человека нет чувствуется никакой мстительности, никакого коллекционирования обид. Есть констатация фактов, есть желание донести эту истину, сказать это все не просто на эмоциях, да, а сказать через цифры, через факты. Нет, это было так, это так. И эта спокойная, сдержанная, достойная интонация, такое убедительность тона, такой характер какой-то, без какого-то такого истеричного напора, очень такое ощущение такого очень мужского мужчины, убедительного в своей силе, в своей правоте, в своей правде, да, и он готов это отстаивать очень, повторяю, спокойно, очень сдержанно, очень достойно, не впадая ни в одну, ни в другую, не впадая ни в интонацию жертвы, ни в интонацию шапкозакидательства какого-то, да, такого уже такую слишком победительную интонацию, когда это не имеет отношения уже к действительности, да. И мне кажется, мы сейчас с Илларионовым обменивались впечатлением, он, конечно, больше меня понимает в этом, но Илларионов тоже в восхищении, Андрей Илларионов, и он говорит, что это вообще, это лекция, это лекция, и это, говорит, хотя это он говорил о другом, он защищал себя, но это еще, помимо всего, просто через факты. Это лекция об успехе этой кампании, о том, чего она добилась, как дорого доставалась эта победа. Но я повторяю, здесь нет какой-то победительности, нет снобизма, нет такой какой-то пренебрежительной интонации. Я уж не говорю о распальцовке, но ничего того новорусского, которое, казалось бы, так присуще олигархическому классу и должно было так или иначе пробиваться. Вообще, я еще где-то года 3 до ареста Михаила Борисовича я слушала в разных аудиториях его лекции. И он разительно, конечно, отличался, и тогда я это чувствовала, от тех и олигархов, мини-олигархов, новых русских, этого нового класса капиталистического, которого я знала или опосредованно, или лично, потому что не было никакого, и тогда я имею в виду, не было никакого такого, какие-то черты таких, которые присущи были им в той или иной степени. У меня было впечатление, что они как будто в одном инкубаторе выросли, да, какое-то плебойство, какой-то цинизм, демонстрация цинизма, это обязательно такие запредельного рода шутки, даже в лекциях, даже в каком-то общении, снобизм. В этот, как мне сказал один человек, тоже немножко из их круга, он сказал однажды мне: Зоя, что ты так беспокоишься, причем так искренне об этих медсестрах, об этих учителях, которые, это просто люди, это было несколько лет назад, это просто люди, которые не вписались в новую жизнь. Мы с тобой, причем очень искренне сказал, мы с тобой вписались, а они не вписались. В общем, что со мной было, из меня попер мой родной казачий город Темрюк, и, было ему за эти слова очень-очень много, потому что я сказала, что я не хочу с ним куда-то вписываться, я срочно выписываюсь тогда из этого списка, а те люди, которые работают, медсестры, врачи, учителя,
учителя, те люди, которые работают и получают месячную зарплату, и только считается, они любят свою профессию, и они больше, чем деньги, которые просто там наворовываются и все. Но я вот говорю о той интонации, которая так или иначе была, так или иначе у них была, так или иначе вот они вписались, он просто передал, то они вписались, а все остальные не вписались, сами виноваты. Если ты такой умный, почему ты такой бедный и так далее. Вот этого, когда Михаил Борисович читал лекции, этого не было. Это не было. Я сразу ощущала, во-первых, что он сам писал, во всяком случае сам продумывал, что это что-то личное такое. И это было об ответственности, о социальной ответственности бизнеса. Да? Это было такое в этом серьезное отношение к профессии. Вот к этой профессии бизнесмена, я не знаю, к этой профессии новорусской, это профессия олигарха, если хоть как угодно назови. Но вот в этой точке он думает о качестве того, что он делает, о качестве отношений со страной, с людьми. И потом у меня было маленькое интервью с ним, когда уже Платон Лебедев был арестован. Это был конец июля 2003 года, тоже на семинаре. И тогда он в лекции сказал, я помню, он привел строчку Бродского, что по мне, что люди думают так, по мне лучше ворюга, чем кровопийца. И в разговоре, который у нас тогда случился, тучи уже сгущались над ним, и было понятно, к чему все идет. Я тогда сказала, что, простите, Михаил Борисович, мне кажется, что люди считают вас, ну вот как его лично и весь этот класс, и кровопийцами, и ворюгами, и все гораздо хуже и гораздо запущеннее. Если вы действительно не хотите уезжать, хотите остаться в этой стране, то надо объясняться с людьми тоже. У меня такое впечатление, что вы сейчас объясняете с Кремлем, да, вот что случилось. Попробуйте объяснить моему дяде Славе из Темрюкека, тете Клаве с Полустаночка, что происходит, как. И потому, как он отвечал на вопросы эти, я увидела, что я не просто вот так спросила о том, о чем он не думал. Я увидела, что как он действительно к ним обращался, вот именно к дяде Славе и к тете Клаве. Он действительно пытался что-то им объяснить. И, кстати, дядя Слава, это не вымышленный у меня был образ какой-то, это действительно мой дядя, двоюродный брат папы, он жил в Темрюке, он вскоре потом умер. И потом я написала материал, который так и назывался «Темрюк и Ходорковский», имея в виду вот отношения людей. И оно, кстати, очень разнилось до того, как он сел, и после того, как он сел, и как он достойно себя вел. Люди это увидели, и дело не в том, что люди там жалеют тех, кто сидит, или как-то упали в жалость в эту интонацию. А дело в том, что людей тоже не проведешь. Не надо их тоже считать за какое-то быдло и за идиотов. Они более чуткие, они более народ у нас более достойный. Мне кажется, у нас проблема не народа, у нас проблема элиты. Вот. И здесь, если посмотреть, кто ходит на суд, да, и кто пишет Михаилу Борисовичу, кто откликается, это больше, я больше вижу связи с людьми, просто я не люблю выражение «простые люди», но с просто людьми, с просто жизнью, с народом, чем с элитой. Но мне кажется, что только через достоинство можно победить, а достоинство у Михаила Борисовича есть, и это потрясающе. Не знаю, у меня было одно маленькое интервью с ним, я абсолютно не специалист по Ходорковскому, тем более там по нефти или по еще что-то, но я все эти 7 лет я знаю и имею честь дружить с его родителями Мариной Филипповной и Борисом Моисеевичем. Я безмерно ими восхищаюсь. И восхищаюсь тем, что он сделал лицей, сколько он спас сирот. Я вижу, какое качество там, такое качество, которое нет в стране, уверяю вас, это точно. И я помню, что когда я говорила с выпускниками лицея, я помню, что один из выпускников лицея еще в 2004 году мне сказал, что уже зная Марину Филипповну и Бориса Моисеевича, и этот человек, будущий инженер, он мне сказал, мальчик, он сказал, по законам генной инженерии у таких родителей, как Борис Моисеевич, Марина Филипповна, не может сын быть ворюгой, подлец и все такое прочее, о чем они говорят.